Здравствуйте, друзья! Зачем человеку длинные волосы? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. А если вы впервые на моем канале, то, пожалуйста, подпишитесь на него и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на статью в описании. Автор С. Янг. Наша культура заставляет людей поверить, что прическа – это вопрос личных предпочтений, что прическа – это вопрос моды или удобства, а также то, как люди носят волосы – это просто косметический вопрос. Однако во Вьетнамской войне возникла совершенно другая картина, которая была тщательно скрыта. И скрыта от общественного мнения. В начале 90-х Салли, имя изменилось для защиты частной жизни, вышла замуж за лицензированного психолога, который работал в медицинском госпитале. Он работал с ветеранами боевых действий, с ПТСР, посттравматическим стрессовым расстройством. Большинство из них служило во Вьетнаме. Салли сказала: «Я хорошо помню вечер, когда мой муж вернулся в нашу квартиру на докторском круге. Нес толстую, официально выглядящую папку в его руках. Внутри были сотни страниц некоторых исследований, заказанных правительством. Он был в шоке от содержания. То, что он прочитал в этих документах, полностью изменило его жизнь. С этого момента мой консервативный, всегда придерживающийся золотой середины муж отрастил свои волосы и бороду и никогда не состригал их снова. Более того, медицинский центр позволил ему это сделать, и другие довольно консервативные мужчины последовали его примеру. Когда я прочитала документы, я узнала почему. Похоже, что во время войны во Вьетнаме спецназ в военном ведомстве отправил тайных экспертов, чтобы прочесывать американские индейские резервации в поисках талантливых разведчиков, выносливых юношей, обученных бесшумно перемещаться по пересеченной местности. Они особенно искали мужчин с выдающимися почти сверхъестественными способностями слежения. Эти тщательно отобранные мужчины были проверены в качестве экспертов по отслеживанию и выживанию. С обычными соблазнами, хорошо зарекомендовавшими себя гладкими фразами, используемыми для зачисления новобранцев, некоторые из этих индийских трекеров затем были зачислены. Но после зачисления произошло удивительное. Какими бы талантами и навыками они не обладали при бронировании, это таинство исчезало, и рекрут за рекрутом не показывал результатов, ожидаемых в этой области. Серьезные причины и неудачи в исполнении привели к тому, что правительство заключило контракт с дорогостоящим тестированием этих новобранцев. И вот что было найдено. Когда их спрашивали о том, почему они не действовали так, как ожидалось, старшие рекруты последовательно утверждали, что когда им были даны требуемые военные стрижки, они больше не могли ощущать врага, они больше не могли получать доступ к шестому чувству, и их интуиция стала надежной. Они также не могли читать тонкие знаки или получать доступ к тонкой экстрасенсорной информации. Таким образом, институт тестирования набрал больше индейских трекеров, позволил им оставить свои длинные волосы и проверял их во многих областях. Затем они отметили бы двух мужчин, которые получили те же оценки на всех тестах. Они позволили одному мужчине в паре оставить длинные волосы и сделать другому мужчине военную стрижку. Затем двое мужчин повторили тесты. Все время мужчина с длинными волосами продолжал давать высокие оценки. Время от времени мужчина с короткими волосами проваливал тесты, в которых он ранее набирал высокие баллы. Вот типичный тест. Рекрут спит в лесу. Вооруженный враг приближается к спящему человеку. Длинноволосый человек пробуждается от сна с сильным чувством опасности и уходит задолго до приближения врага, задолго до того, как будут слышны любые звуки от приближающегося врага. В другой версии этого теста длинноволосый человек ощущает подход и как-то интуитивно понимает, что противник совершит физическую атаку. Он следует за своим шестым чувством и остается неподвижным, притворяясь спящим, но быстро схватывает атакующего и убивает его, когда атакующий тянется вниз, чтобы задушить его. Этот же человек, пройдя эти и другие тесты, затем получил военную стрижку
и последовательно провалил эти тесты и многие другие тесты, которые он ранее проходил. Поэтому в документе рекомендуется, чтобы все индейские трекеры были освобождены от военных стрижек. Фактически это требовало, чтобы трекеры держали свои волосы длинными. Комментарий. Тело млекопитающего развивалось в течение миллионов лет. Выживание навыков человека и животных порой кажется почти сверхъестественным. Наука постоянно делает новые открытия об удивительных способностях человека и животных по выживанию. Каждая часть тела выполняет очень чувствительную работу для выживания и благополучия тела в целом. У тела есть причина для каждой части себя. Волосы являются продолжением нервной системы. Ее можно правильно рассматривать как экстериоризированные нервы, тип высокоразвитых щупов или антенн, которые передают огромное количество важной информации в мозговой шток, лимбическую систему и неокортексу. Мало того, что волосы у людей, включая лицевые волосы у мужчин, обеспечивают информационную магистраль, достигающую мозга, волосы также излучают энергию, электромагнитную энергию, излучаемую мозгом во внешнюю среду. Это было замечено в фотографии Кирлиана, когда человек фотографируется с длинными волосами, а затем снова изображается после того, как волосы срезаны. Когда волосы срезаются, получение и отправка передач в и из окружающей среды сильно затруднено. Это приводит к онемению. Обрезка волос является фактором, способствующим незнанию экологических проблем в местных экосистемах. Это также является фактором, способствующим нечувствительности в отношении всех видов. Это способствует сексуальному расстройству. Вывод. В поисках решений от страданий в нашем мире нам может показаться, что многие из наших самых основных предположений о реальности ошибочны. Может быть, основная часть решения смотрит нам в лицо каждое утро, когда мы видим себя в зеркале. В истории Самсона и Далилы в Библии есть много закодированной правды, чтобы рассказать нам. Когда Далила срезала волосы Самсона, однажды непобедимый Самсон потерпел поражение. Автор С. Янг. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.